Еще тебе такие песни служат, так воспоют твой облик и дела, что ты, наверное, скажешь: не похоже. Я проще, я угрюмее была. Мне часто было страшно и тоскливо, меня томил войны кровавый путь. Я не мечтала даже стать счастливой. Мне одного хотелось — отдохнуть. Да, отдохнуть ото всего на свете, от поисков тепла, жилья, еды, от жалости к своим исчахшим детям, от вечного предчувствия беды. В конце января 1942 года от дистрофии умер муж Ольги, Николай. Она не смогла похоронить его, не было сил дойти до кладбища. Не было хлеба, чтобы заплатить за похороны. Гробовщики и могильщики работали только за хлеб. Он был дороже денег. Николая закопали в общей могиле вместе с другими блокадниками, где Ольга так и не узнала. Но и в те дни по ленинградскому радио звучал ее голос, негромкий, с легкой картавинкой. Я говорю с тобой под свист снарядов, угрюмым заревом озарена. Я говорю с тобой из Ленинграда, страна моя, печальная страна. Кронштадтский злой, неукротимый ветер в мое лицо закинутое бьет. В бомбоубежищах уснули дети, ночная стража встала у ворот. Это же детям! Вы что, не слышите? Это детям! Это детям! Где там? Это детям везут, товарищи!
Это детдом! Опомнитесь! Детдом! Это хлеб детям! Детдом! В детдом! Детям! В детдом! Это детям детский дом! Это детям детский дом! Давайте соберем. Где дом? Где дом? Где дом?